Друзья, вот уже на протяжении нескольких лет я изучаю феномен казахов. И кто, как не сегодняшний гость, может помочь мне разобраться в тонкостях казахского миропонимания? Поэт, снимающий кино, и режиссер, пишущий стихи Бахыт Каирбеков. Самые первые в национальном кинематографе фильмы о обрядах и традициях казахов снял именно Бахыт Гафурович. Да и вообще в целом он автор более сотни фильмов, документальных и игровых фильмов. Также он кавалер ордена Курмет, кавалер ордена Согласия. Он руководил телеканалами Мадиянет и 4 года был президентом Казахфильма. Это поэт, переводчик, сценарист, кинорежиссер, академик, член Союза писателей Казахстана, член Союза кинематографистов Казахстана. В общем, просто невероятный, удивительный человек. И сегодня он у нас в гостях. Располагайтесь поудобнее, друзья, не забывайте поставить лайки и комментарии, и желаю вам приятного просмотра. Баке, қалайсыз? Шүкір, бәрі жақсы. Я очень рад с вами встретиться, потому что мы с вами уже виделись. Случилось это на открытии фотовыставки вашего друга, фотографа, и там вы презентовали свой фильм. Олега Беляева, да? Да. Но потом я зашел в интернет после нашего знакомства и начал читать о вас. Вы кавалер ордена Курмет, кавалер ордена Согласия, кавалер ордена Почет Тюрксой, руководили телеканалами Культура и 4 года были президентом Казахфильма, более 100 документальных игровых фильмов, книг. Поэтому, я на самом деле, это только часть, это только то, что я вот выделил, потому что там на 4 листа было ваших регалий достижений. И я вот хочу спросить, расскажите о себе. Вы все-таки поэт или режиссер? Можете несколько слов об этом? Я скорее белая ворона, потому что не вписываюсь в какие-то вот эти рамки, и мне стоило трудов, там, предположим, стать членом Союза писателей. Только издав 2 сборника книг, автоматом стал членом Союза писателей. То есть, то же самое происходило там, я не знаю, с Союзом кинематографистов. Ну и вообще, то есть, все время манит чем-то заняться и увлекаюсь. Поэтому увлекаюсь фотографией. Потом вел такой центр в институте по переподготовке высшего эшелона власти. То есть там были все наши ведущие, так сказать, политики. Потом я получил сертификат экономиста по, так сказать, экономике МИНИ. Я собирался поступать на физмат. Очень любил математику. Так сказать, в 8-9 классах я влюбился в математичку. И это был такой мощный стимул. Я увлекся, и мне доставляло удовольствие задавать ей задачку из не своего учебника, а из пособий для поступающих в вузы. И когда она смущалась, она рдела и преображалась, так сказать. И мне это нравилось. То есть это стимулировало, и я собирался стать математиком. И вдруг отец мне обращается и говорит: вот тут приехал человек, набирает в Москву в литературный институт. Ты же что-то там писал? Я говорю: папа, я же говорю, это же все такие, все кто, в 17-18 лет все пишут стихи, говорю, это, стенгазеты, там еще что-то. Вот так я попал в литературный институт, и очень долго у меня была проблема с рифмой. Понятно, это ремесленнический период, затяжной такой, года 3-4 это меня преследовало. Вот. А потом я понял, что важна не рифма, а мысль. То есть надо было до этого дойти. И ты уже пишешь, потому что, как сказала одна девочка, изумительно, молодая, говорю, 9-летняя. У нее спросили, говорит, а вот как пишутся стихи? Әуе билеттерін сатамын. Арзан. Авиасейлс KZ. Она говорит, это как слезы, говорит. Вот здесь в горле, говорит, их нельзя не выплакать. Сами выходят. Как точно. Вот. И на самом деле я радуюсь, когда приходят стихи. Но сейчас я их уже не пишу, я их записываю. Потому что они пришли. Но это бывает достаточно, скажем так, редко. С другой стороны, я учился в музыкальной школе. И ездил из Тастака через весь город с пересадкой с трамвая на троллейбус. И я пел, оказывается.
транспорте. Открываю глаза, все на меня смотрят. Я ничего не могу понять, оказывается, я пел, и все слушали. Настолько я любил музыку. А кино и телевидение, как вы... Кино, как бы сказать, опять же, благодаря моим друзьям, мне в этом плане очень везет. Всегда меня встречаются очень хорошие, талантливые люди. Я учился в аспирантуре, кстати, я еще наукой занимался. Это на филфаке. И познакомился с Сергеем Азимовым и Тимуром Марганчеем. Они были тогда документалистами. Вот. Они все хотели, чтобы я возглавил как редактор документальное кино. Помог им. Ну, видимо, была такая потребность. Но я, так сказать, не поддался. Говорю, нет, кино это... Хотя у нас в литературном институте были и курсы по кинематографии. Нам преподавал Трауберг. Это автор трилогии Максима, достаточно известный такой энциклопедический товарищ. И Сергей Азимов опять вот мой товарищ, документалист, говорит, слушай, тут вот частный человек хочет снять фильм про обряды. Ты же, говорит, в курсе там. Ну, я взял почитать. Кандидатская диссертация, какой сценарий? Ну, я его увлекался уже тогда, интересовался обычаями. Я его переделал. Она нашла там денежки какие-то. Я познакомился с хорошим оператором Геннадием Ройтманом. И мы начали снимать. Понятно, денег нет. Тогда в документальном кино не было понятия аренды там, реквизита, актеров. Там, это. Ну, документальный фильм, вот тебе камера, ты только как хронику снимаешь, и все. А мне постановочные кадры, потому что обряды никто не знает. Ну ладно, пишут, что там надо было вот это делать, перерезать путы, еще. А кто где стоит? На съемках ты должен как бы расставить не просто композиционно, а ритуально. То есть я вот спустя многие годы нечаянно в каком-то совершенно дурацком журнале, благодаря интернету, нашел полный, так сказать, ну, как сказать, ритуал, так сказать, провозглашения, предположим, Тамерлана ханом всей, так сказать, Орды, всего, так сказать, всей страны. Там прямо описано, кто где должен стоять, как держать за какой уголок ковра. И весь ритуал. Поразительно просто. А тогда вот снимаешь, не знаешь, как обычаи делались и кто должен все это делать. Приходилось читать много литературы. Ну и вот я, в конце концов, снял этот фильм. Потом его заметили. Там Анара Кашагана возглавляла Казахфильм. Давай, говорит, сними еще какой-нибудь там про погребальные обряды. Поэтому я, возвращаясь к началу разговора, что я разбросанный достаточно человек, и меня вот определить в какие-то рамки, поэт, режиссер, там, сценарист, достаточно трудно, да и я с этим как бы не согласен, потому что мне нравится быть никем. Творить. Очень скромно вы так говорите. Нет, почему скромно? Мне кажется, вы казах, потому что казах только может везде, все и сразу. Да, вы знаете, есть один момент, который отмечают ученые-лингвисты, что казахи более всех легки на подъем в плане освоения другого языка. Почему-то свой не осваивают, это проблема любопытная. А так вот... Но вы же и на казахском, и на русском можете говорить. Ну, я профессиональный переводчик, поэтому... Да, что вы же переводили. Не зная казахского, как я буду переводить, да. В казахском языке что замечательно, как во французском. Ударение на конце слова. Рифмовать вообще проблемы нет. Поэтому у нас вот с мала до велика, там, с малыша могут сходу выдать импровизацию стихотворную. Это действительно один из таких феноменальных таких возможностей. Да? И другое, что вот французский язык казахи легко говорят, потому что все эти прононсы, они есть в нашем языке. Вообще способность к языкам у казахов такая отличительная черта, потому что это песенный народ, да? И для того, чтобы петь песни, нужно иметь все равно слух музыкальный. Да? Я с самого начала, вот у меня бабушку все спрашивал, говорю, я вообще бабушкин сынок. Это вот, кстати, отличает людей, которые с кем-нибудь там сойдешься и начинаешь разговаривать, и вдруг понимаешь, что он тоже бабушкин сынок. То есть вот какая-то передача другая через поколение, она основана на любви. И я вот вырос в ласке, в любви, и поэтому счастливый человек, ну и она меня назвала счастьем, Бахт, это счастье, да.
Вот, и все очень любили именно бабушку за то, что ей всегда можно было поесть, и она всегда... Чай у нее был очень вкусный. Вот, кстати, вот благодаря этому ощущению этого чая казахского с молоком, я обычно вот так вот болтаю кисушечку, и это бабушка у меня спрашивает, жугама, то есть это цепляется за борта, то есть Мгм. хороший чай, Ага. густой или нет, да? И вот я недавно написал книгу про казахское чаепитие благодаря вот этому ощущению вкусовому. Это вот помните, как у этого Марселя Пруста, да? Он надкусывает булочку, и весь роман вот с этого ощущения. То есть в нем происходит воспоминание, и практически вот это его стиль неповторимый, который никто не смог ему подражать. И вот действительно так и происходит. То есть у многих людей через вкус, вкушение чего-то вспыхивает очень большое в пространстве воспоминания, захватывающее там чуть ли не многие годы. Вот и бабушка, я говорю, для меня это вот такой, такая база, на которой я вырос. И вот я всегда говорил, а почему? Он говорит, молоко нельзя проливать на землю, на порог нельзя наступать, прикасаться к дверям там и так далее. То есть она вот стимулировала вот книгу, которая, может быть, меньше всего сказано во всех моих регалиях, но я ею горжусь. Это книга «Национальные обычаи и обряды». Казахский этикет. А вот это вот все, это в вашем новом фильме, вот «Кочующие в мирах», получается, вот тоже о параллелях в культурах разных кочевников, шумер, и что вот это все идет из древности, и сейчас мы все это можем увидеть в разных культурах, не только в казахских. Правильно? Конечно, вообще я считаю, что практически вот этот фильм – это как бы закономерный итог того, что я интересовался обычными обрядами благодаря бабушке. Я противопоставил город и степь вслед за Муратом Муэзовым, то есть дала мен қала, қазақша, да, если так разобраться. То есть оно же и сегодня происходит. Мы различаем городских жителей, так называемых детей асфальта, да, вот, от аульчан, которые выросли больше на природе. И вот в этом фильме я хотел как раз сам удивился тому, что о чем это вот Энкиду погибает представитель природы на самом деле. Его любят животные, он спасает птиц, там, на него жалуются охотники. Вот он все сети нам там открывает, все ловушки наши, выпускает животных на волю. Они его любят, и он с ними живет в дружбе. Но его соблазняет женщина по указу Гильгамеша, да, по приказу. Она его кормит хлебом, она поит его вином. Это все приметы городской жизни, городской цивилизации. И самое примечательное, там вот буквально одной строкой сказано очень много. Они говорят, животные стали убегать от него. Все, он чужой. У него другой запах, у него другая плоть, у него другие мозги. И вот это практически что происходит сегодня с нами. У нас сегодня отлучение от природы. Мы превращаемся в механизмы. Это вот как 10 библейских заповедей. То есть через вот эти ритуалы нам что-то хотели передать, какое-то знание, а мы пренебрегли. Мы внешне исполняем эти ритуалы, но не задумываемся, почему. Мгм. Вот, например, у нас сейчас распространенный обряд. Кстати, я был одним из первых, кто его пропагандировал. Саугесу, да? Сейчас у нас презентацию называют Саугесу. Да? То есть перерезание пут. Когда я говорю, сейчас даже мужчины перерезают, да? Я говорю, ребята, смысл был в том, что это должна делать мать, которая родила не просто там много детей, но никто из них не умер. Значит, мы жили в суровых условиях, да? Холод, голод, болезни и война. Это постоянно такое напряженное состояние каждого, так сказать, кочевника, ожидание какой-то опасности. И поэтому рожали много. 15 детей – это как бы норма. Почему? Половина умрет. От того, от того, от того, от того. Мы не придаем многим вещам значения, а за каждым словом, именем там, и так далее стоит огромный опыт генетический. И вот только такая женщина может перерезать путы, чтобы он по жизни шел легко, говорим, да? Это одна из версий. Я в этом фильме как раз, я боюсь, что там это очень сложно вот это донести, что наш народ, он изначально жил между мирами. Даже юрта наша. Кажется, ну подумаешь, там все такое. Нет, она
наподобие купола. Вот там всего 2 отверстия. Порог и шанрак. Дверь и шанрак. Дверь – это выход в свет, в средний мир. Да? Посередине мы живем в среднем мире. И под порогом вход в нижний мир. Почему туда прячут послед, плаценту ребенка? Если родился мальчик, то нож. Если девочка, то, значит, веретено. Под порог. Да. Чтобы, так сказать, ну, с одной стороны, это чтобы нижний мир не прошел сюда, не посягнул на жизнь мальчика или девочки. Стоят острые вещи. Нож и веретено острые, чтобы они там укололись. С другой стороны, поэтому нельзя наступать на порог. Ты можешь либо провалиться в нижний мир. И вообще вот дверь – это граница между внешним миром и внутренним миром. Да, внутри у нас считается тебя покровительство Умай, богиня, она покровительница младенцев, она за тобой следит. Но если ты переступил дверь, значит, ты уже умеешь ходить, то ты уже под властью неба. Мусапир говорят у нас. Да? Ну, там, если перевести, там, Хадам аттаған адам, босағадан аттаған адам. Мусапир дейді. Қазақша это... Я долго не мог понять, что это такое. А разгадка простая. Муса – это Моисей. Пр – это святой. Ты становишься святым Моисеем, странником. Ты будешь странствовать. И ты зависишь от воли неба. Ну, я немножко отвлекся. И второй вход – это шанрак. Обычно я говорю, там окно в небо. Душа уходит туда, и душа приходит оттуда. Это единственный путь души. Я пытался в ранних фильмах это показать через каплю молока, что вот ставят чашку с молоком и ждут, когда сверху пойдет кут тидона, казахша. Кут – это благо. В доме все открывает. Сундуки, казаны, убирает все узелки, раскрывает, чтобы жизненная сила двигалась. Это, кстати, одна из моих любимых, так сказать, позиций у кочевников, что они двигаются. И самое главное – убрать преграды этому движению. В данном случае, чтобы кут упал, все открывает. Но стоит, так сказать, родиться ребенку, вернее, ну, сложно, он закричал, да, тут же все закрывает. Все. Жизнь уловлена. Ее надо теперь сохранить. И, кстати, казан тоже один из вот... Вообще все, что полое, это образ женщины, лона. Поэтому казан у казахов не должен быть пустым никогда. Хоть капля масла, он должен оставаться. Потому что жизнь иначе уйдет из этого дома. То же самое с огнем. Огонь – это тоже олицетворение жизни, очаг. Да? И когда молодым передают, вернее, он молодой поставил свою юрту, ему от большого казана дарят малый казан вместе с углями основного дома. Вы же погружены в тему, потому что вы изучали традиции, изучали культуру, вот, и знаете много о казахской душе. Можете мне рассказать и нашим зрителям, что такое вот эта вот казахская душа? Почему казах не может быть вторым? Почему он должен быть обязательно первым? Почему вот так же, как и вы о себе рассказали, казахи везде могут быть одновременно? Как это происходит? Почему так? Завоеватель. Завоеватели? Не, на самом деле, понимаете, я в свое время отметил, что казах, он предоставлен собой себе в суровых. Так сказать, вообще надо всегда брать пространство, в котором человек живет. И многое продиктовано методом выживания. То есть еда, выбор одежды, выбор дома. Это все вот диктуется природой. И поэтому, раз мы идем, так сказать, за своей едой, за, так сказать, отарой, и она выбирает, ей нужно лучшие пастбища, мы движемся, в общем-то, мы не такие прям кочевники, которые кочуют по всему миру. Нет, мы кочуем от пастбища к пастбищу, там, сложим, от весеннего, зимнего пастбища к весеннему и так далее. И я все время шутил, говорю, вот мы витамины не кушаем, травы не кушаем. На что мне один аксакал сказал, а что кушать? Вот баран ее съел, а я, так сказать, уже барана съел. То есть, ну, передача происходит все равно, так сказать, витаминов, да. Вот. Я заметил, что мы вынужденные лидеры. Мы одиночки. Почему у нас тотем волка там и так далее, да? Вот.
То есть мы обречены рассчитывать только на собственные силы. И у нас в основном, если герой, то батыр, он один. Если поэт, то он акын или жыра, он один. Нет вот коллективного такого. И, так сказать, вот это и почитается нами, что вот, несмотря на вот эти какие-то выпавшие тебе суровые испытания, да, ты поднялся над этим всем. Да? И вот... А с другой стороны, вот это пространство, которым ты кочуешь, или которое ты там пока пасешь сатара, ну, как бы, есть такое восприятие там казаха, такого ленивого человека, который ничего не делает, там, то ли спит на лошади, атара сама пасется, то ли там вообще, там сказать, на земле спит и взирает на небо. В нем вырабатывается определенное медитативное состояние, то есть он наблюдатель, он созерцатель. Это почти мудрец. Почему? Он наблюдает звезды через шанрах, кстати, да, и наблюдает жизнь в природе, потому что взгляд его не скользит по степи, потому что деревьев нет, но только горы. Горы для него всегда это нечто высокое, да, божественное. А здесь вот травинка, муравей, паучок. Я поразился тому, как вот знание самого рядового чабана в травах просто, ну, почти зоолог там и так далее. Он следы читает, да. Он не охотник, но он следы читает, потому что вынужден. Я помню, как-то тоже вот так снимали, что-то смотрю, чабан там, молодой парень, что-то присел там на корточки, что-то наблюдает. А что такое? Он говорит, да вот эта трава, я сейчас забыл, как она называется, достаточно распространенная такая. Много осып қалды дейді. Он говорит, сейчас вот сезон наступает. У него назревают эти цветочки. Они потом превращаются в какие-то, ну, типа орешков, да? Вот. Потом они лопаются, и появляются там лепестки или цветочки, я сейчас не помню. И он говорит, в это время опасно питаться овцам вот этой травой. Угу. Они наедятся и пухнут. И если их сильно погнать, разрывается желудок. Поэтому, если он уже знает, вообще он следит за тем, чтобы, так сказать, да, они уже накушались, да, он их потихоньку поднимает на бугор, на солнышко, чтобы они отпукались. Маленькая деталь. Да? А если ты это не знаешь, то у тебя отара погибнет. Вот так же, как открыли для себя нефть. Да? По первости, нефтью мазали, лечили животных. То есть она применялась в этом значении. Они не знали, что она там горит или так далее. То есть уровень знаний необходимый для выживания. У Чуканова Алиханова есть такая замечательная фраза. В свое время я удивился, думаю, странно. Он говорит, казахи верят, что люди, живущие наверху, носят пояс на шее. Мы, живущие посередине, носим посередине тела. А те, которые живут внизу, носят пояс на ногах. Вот это и есть Сол-Есу. То есть я хотел, все пытаюсь, не могу, по-моему, все-таки донести до людей, что перерезание пут именно той женщины, которая много раз рожала, она выступает в роли богини очага, богини жизни. Она его вынимает из этого нижнего мира, берет за две ручки, вот так вот ставит его перед собой, да, и перерезает путы, потом берет опять же за эти ручки и передает их детям, которые с ним бегут. Почему? Они уже жители среднего мира. И она им отдает его, говоря, ну вот все, он вынут из нижнего мира, рожден, появился, и дальше будет жить в этом мире. То есть вот этот огромный пласт вообще духовной культуры, который мы не знаем. Как вы думаете, какой мы можем позитивный прогноз от вас услышать на будущее Казахстана, на будущее казахов? Что мы будем видеть, что мы увидим, что мы можем ждать? Вы знаете, я вот как режиссер, там, оператор меня спрашивает, говорит, как снимать? Я говорю, с любовью. Это универсальный ответ, который так сказать, и вбирает обычное понимание, любовь там и так далее. Нет, я имею в виду, что ты должен получить от этого наслаждение, от того, что ты делаешь. И вот, как-то я кому-то сказал, говорю, почему не говорить, что, владея казахским, вы владеете как минимум 15 языками? Говорит, как? Ну как?
Раз ты казах, ты знаешь узбекский, татарский, башкирский и так далее. Турецкий там. Да. Там чуть-чуть вот переключись, относись к этому мобильно, как в игре. Играючи надо это все осваивать. И человек удивился, говорит, как так? Я говорю, вот так. Знание казахского дает тебе знание огромного, огромного отряда людей, которые говорят на тюркском языке. И тебе легко их, так сказать, к ним всплывать, потому что, так сказать, основные базовые вещи, они одинаковые. И так человек чуть не заплакал. Говорит, так что же мне никто об этом не говорил? Две вещи его удивило. Это то, что он будет владеть многими языками. И вторая вещь, что есть закон сингармонизма, который помогает правильно писать. Ваша деятельность, знаете, как можно назвать? Это аманат будущему поколению. Вот я боюсь красивых слов, но в данном случае согласен. Давайте любить свою землю, давайте дорожить ею. Ну, пожалуй, самое позитивное — поверить в себя, полюбить себя. И тогда мы пойдем только вперед. Ввысь, Только ввысь. на вершину. Надо подниматься. Вперед — это, да, степное пространство. Вперед и вверх. Да. Вот тут. Вперед и вверх. Жақсы, Жақсы. рахмет. Рахмет. Сау болайық. Сізге.